Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня с огромным удовольствием хочу поделиться своей работой. Джемпер с рукавами реглан. Я решила воплотить в жизнь бесшовную технику вязания сверху вниз. Осталась очень довольна результатом, который превзошел все мои ожидания. Модель получилась комфортная, удобная и носится мной с удовольствием. Вязала я это изделие приблизительно год назад, и вот сейчас уже еще в том сезоне носила, и в этом уже вот начала. У нас выдались теплые весенние деньки, и я его как бы выгуливаю, да, сейчас с удовольствием примерила, и вот сняла для вас видео. Решила, что не буду оставлять без внимания эту модель, решила сделать видео мастер-класс. Значит, в работе использовалась для вязания чудесная полухлопковая пряжа турецкого производства, которая подарила изделию нежность, комфорт. Меня очень покорил оттенок такой насыщенный бежевый с легким розоватым таким отливом, который придает, считаю, джемперу особую красоту, как будто обволакивает своим таким бежевым теплом. В дизайне я создала, на мой взгляд, восхитительный контраст на фоне ровной лицевой глади, изящно расположила рельефно-ажурные узоры каскадом. Знаете, это добавляет изделию динамики, делает его по-настоящему уникальным. Джемпер связан на размер 48-50. Особое внимание я уделила посадке комфорту. Регланные рукава идеально облегают плечи. Линия реглана плавный переход в основной части изделия. Этот джемпер стал для меня идеальным вариантом для весенне-летнего сезона. Легкий, дышащий и стильный. Дарит мне комфорт и радость в теплые весенне-летние дни. Если вам нравится эта модель, смотрите дальше мой видео мастер-класс. Я расскажу вкратце, как вязала, то есть попетельно расскажу, сколько набирала, как вязала, как располагала узоры. Мы свяжем с вами образец узора, вот, и, конечно же, схему, покажу вам схему, то есть полный разбор вот этого чудесного джемпера. Смотрите, вот это у нас с вами схема узора, состоит из 13 петель раппорт в ширину, 24 ряда в высоту раппорт составляет. Как его вязать? Смотрите в конце видео, кому это интересно. Вот. А сейчас давайте об основных моментах, с чего я начинала вязать и как, в общем-то, все это у меня получилось. Этот джемпер, девочки, я вязала где-то год назад. У меня ушло пряжи. К сожалению, вот что осталось, не сохранила я этикеточку. Около 300 грамм, то есть это вот такая похожая пряжа, только с эффектом твида. А этот Alize Cotton Gold только без эффекта твида. Вот такого приятного цвета пыльной розы, я так сказала бы. Кофейный цвет такой, нежный. Вот. И, в общем-то, 300 грамм у меня ушло. Вот что осталось от этого моточка. Так что размер у нас будет использоваться 48-50 в сегодняшнем описании. И сейчас я постараюсь кратко рассказать, как я его вязала. Значит, вяжется изделие сверху вниз. Это круговое вязание, бесшовное полностью. Идет у нас с вами перед спинка и 2 рукава. Сразу начинаем, замыкаем в круг и вяжем. Спицы я использовала для вязания основного полотна номер 4. Для вязания резиночки использовала спицы номер 3,5. Можно было сразу начать с резиночки, но я, знаете, привыкла свой вот этот вот вариант использовать, когда первое, что я делала, это вязала первый изнаночный ряд, вырез горловины, а затем уже у меня шла резинка, и закрывала я обычным способом, но только с изнаночной стороны. То есть
Вот так, видите, да? С изнаночной стороны получается вот такой красивый вариант резинки. Так, ну а теперь давайте про вязание. Значит, само мое изделие, вот я здесь себе написала немножечко. Длина у меня изделия по переду 56 сантиметров, ширина изделия 52 сантиметра. Все я измеряла после, естественно, стирки. Уже, кстати, этот джемпер не один раз я стираю. Очень он мне нравится, потому что легкий, эффектный, красивый, хорошо сидит. Ну, в общем, приятно носить. Вот, размер я считаю это 48-50 при такой ширине изделия. Вы видели, сидит по фигуре. Да, вот я показывал в самом начале ролик, где я гуляю в этом джемпере. Теперь, значит, давайте по порядочку. Набираем на круговые спицы номер 4 80 петель. И сразу я распределяла петли, ставила маркеры. Значит, у меня 4 петли, это была регланная линия. 16 петель, значит, всего на реглан. 23 петли ушло на спинку. 7 по 7 петель на рукава. И перед у меня 27 петель. Вот у меня этот чертеж. Сохранился этот чертеж, как я вязала. Так. Здесь вот у меня показана регланная линия. Вот они нарисованы. И, в общем, это спинка, это перед, это 2 рукава. Я думаю, что это изделие будут вязать девочки, которые уже имеют опыт вязания, бесшовный сверху, реглан сверху. Поэтому они меня и так поймут, в принципе. Значит, моя плотность, в общем, я так понимаю, что потом я пересчитала. Первоначально у меня по образцу, когда я вязала, было 1,75, но потом я изменила. 1,8 у меня это ширина и вот это вертикальная плотность. То есть по ширине и по вертикали в 1 сантиметре 2 ряда. Так, я вязала росток, естественно, и у меня, значит, 12 разворотных точек получалось. Теперь давайте с вами поговорим про разворотные точки. Значит, начало вязания у меня вот здесь было. И вязала следующим образом. Вот провязываем первую регланную линию. Вяжем, вяжем, вяжем. Вторую регланную линию. И точка 1 разворотная. Разворачиваемся, возвращаемся. Точка 2 разворотная, да? Вот. Затем возвращаемся опять по лицевой же стороне. Точка 3 разворотная, потом по изнаночной стороне возвращаемся, точка 4. И таким образом у меня 12 точек. Я не буду рассказывать, как это вяжется. В общем, если вы имеете опыт вязания, вы поймете. Да? Затем обязательно учитывайте, что надо, когда будете уже по переду делать разворотные точки, вот немножечко захватит узор. Немножечко захватит узор. Значит, я вот здесь писала. Надо это учитывать. По переду у меня же идет узор, да? Он уже начинал немножечко разворотные вот эти точки захватывать. То есть здесь вот надо вот эти вот моменты учесть будет при начале вязания узора. Значит, теперь про узор. По переду я его формирую. И смотрите, что получается у меня. Значит, 2 раппорта в высоту. Сами узор мы с вами свяжем. В самом конце видео я размещу, как вязать узор. 13 петель ширина узора и 24 ряда высота раппорта. Как его вязать? Вот у меня 2 раппорта, значит, идет в ширину 1, да? Затем идет у меня 3 раппорта, сразу идет расширение, видите? Вот, и в самом конце, девочки, у меня идет уже 5 раппортов я включила. То есть вот таким образом, каскадом идет у меня вязание узора по переду. Так, ну давайте по порядочку дальше. Дальше я вам сейчас расскажу. Итак, значит, сделали мы с вами росток, связали. Дальше вяжем прибавки в регланных линиях.
Смотрите, девочки, сделали 28 прибавок у меня получилось по переду в регланных линиях. Прибавки делаем в каждом втором ряду, ну, в каждом лицевом ряду. По поводу, как я делала. Смотрите, вот у меня как сформирована регланная линия. По переду, по спинке одинаково идет. Значит, из двух петель я вывязывала 3. Таким образом. Поэтому 4 петли. То есть направо и налево. Это очень распространенный вариант. Я его даже показывать не буду. В общем, вот так он смотрится. Ажурный вариант получается. Ну, довольно-таки простой вариант. Из двух петель 3, да? То есть справа, слева прибавка в каждом лицевом ряду. Так, дальше. Сделали эти прибавки. Итого у меня на спицах, когда мы заканчиваем вот это вот круговое вязание и дальше будем распределять на 2 рукава и тело наше полотно, получилось на 312 петель всего. Длина регланной линии у меня, вот эта длина, получилась 27 сантиметров. Вот отсюда до сюда. Делим петельки следующим образом. На рукава откладываем 69 петель. На перед спинку 174 всего. Подрез у меня 8 петель составил. Вот. То есть по 95 петель на перед и спинку. Ну, вот это вот я описание вам оставлю. В принципе, все вяжется лицевой гладью, спинка у нас вяжется, там нет никакого узора. Я, честно, даже столько всего, когда вяжешь это изделие, столько много всего учесть, я даже, честно, теряюсь, как вам это все объяснить, да? Вяжем, значит, тело на круговых спицах. На спицах у нас с вами 100, получается, 90 петель всего. Вот, формируем узор, как я вам уже говорила, каскадом идет узор. Вот, сама спинка, лицевая гладь, повторяюсь, наверное, уже, да. Таким образом вяжем до высоты 47 сантиметров, переходим на вязание планку. Планка, нижняя планка у меня связана резиночкой 1 на 1. Давайте покажу. Так, смотрите. И здесь у меня есть небольшой маленький нахлест. Вот, видите. Вот. Можно его делать, можно не делать. 3 петли захватила я со спинки. Вот. То есть вязала спинку, планку спинки и планку переда раздельно. То есть не круговым вязанием, а на прямых спицах. Понятно, да? Так, теперь к рукаву перехожу. Длина рукава у меня 66 сантиметров от самого начала. Начало это вот отсюда, да? Дальше, значит, вяжем лицевой гладью рукав. Вяжем лицевой гладью. Я делала, вот здесь формировала скос по рукаву с внутренней стороны. В каждом 8 ряду я делала убавки. Вот такие у меня убавочки идут по рукаву. Вот смотрите. И 9 таких убавок я сделала. Вязала я 3 вместе с выделением центральной петли убавку по самому центру внутренней части рукава. Рукава мы начинали вязать, всего у нас, значит, было 77 петель. На любой интересной вам высоте я включала узор. В моем случае это была высота 45 сантиметров, то есть вот отсюда до сюда 45 сантиметров. И дальше 2 раппорта в высоту. Ширина раппорта по рукаву это 3 раппорта. В ширину я по центру разместила у рукава. Вот. И когда нижнюю планочку уже я вязала, на спицах у меня было 59 петель. То есть вот эту резиночку я вязала 1 на 1 резиночкой. Вот и все вязание. 2 рукава таких свяжете, ни одного шва нет. Так, девочки, теперь по узору. Смотрите, узор по переду. Значит,
первая часть, верхняя часть джемпера, это 13 петель. Вторая часть делала 13, 13, 13, 3 раппорта по центру переда, между ними по одной изнаночной. Заостряю внимание. И уже нижняя часть формировалась 5 раппортов по 13 петель, между ними по одной изнаночной. Объясняю, что это такое. Смотрите, вот по центру идет 13 петель раппорт. Дальше идут следующий момент. Следующий, вот здесь идут у нас уже 3 раппорта в ширину, видите, да? И между ними по изнаночной петле. И последний завершающий этап узора, это 5 уже раппортов расположено между ними по изнаночной петле. Вот. Вот это я хотела вам объяснить. В принципе, мастерицы, имеющие опыт вязания, наверное, меня с полуслова поняли. Вот. Я рассказывала про свои мерки. У вас, скорее всего, будет другая пряжа и другие мерки. Но я думаю, что какие-то мои вот эти наработки вам пригодятся. Если идея понравилась, можете связать себе такую красоту. До новых встреч! Для вязания этого узора я набрала 15 петель. Раппорт составляет 13 петель и 2 кромочные у нас с вами будут. Высоту всего 24 ряда. Этот узор у нас в раппорт составляет. Вяжем с вами первый ряд. Я буду показывать только нечетные ряды, которые будут являться лицевыми. Все изнаночные ряды мы вяжем, как смотрят петли. Итак, с вами у нас идет первый ряд. Вяжем по схеме. Первую кромочную можно провязать лицевой, можно просто снять. И вяжем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 3 лицевые, 1, 2, 3, изнаночная, снова 3 лицевые, 1, 2, 3, снова изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и кромочная изнаночная. Связали с вами первый ряд узора. Переворачиваем на четный ряд второй и вяжем, как смотрят петли. Накиды я провязываю изнаночной петлей. То есть вот у нас лицевая, изнаночная, 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 лицевая, изнаночная, 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 лицевая, изнаночная. И накид я провязываю изнаночной петлей. Кромочную вяжем тоже изнаночной. Так, связали. Теперь у нас с вами третий ряд по схеме. Вяжем 2, значит, кромочную снимаем, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я меняю петельки местами, вторую накидываю на первую, провязываю как 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид, изнаночная. Теперь такой у нас с вами сейчас будет японский, скажем, прием. Третью петлю от края мы накидываем на первые 2 и сбрасываем. И провязываем как первую петлю лицевая, накид, лицевая. Вот такой в японском вязании есть прием. Дальше вяжем по центру изнаночную. И снова 3 петли сейчас будем этим японским приемом провязывать. То есть накидываем третью на первые 2, сбрасываем и затем провязываем. Вот видите, чтобы такого не было, вот как у меня получилось. Очень при такой пряже надо очень внимательно следить. То есть сбрасываем, да? Поддерживайте, следите, чтобы не расщеплялась ниточка у нас с вами. Итак, провязали первую лицевую, сделали накид, еще одну лицевую провязали. Дальше идет изнаночная, накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево.
кромочную вяжем изнаночной. Так, перевернули, и у нас с вами 4-й ряд, как смотрят петли. Вяжем с вами 5-й ряд узора. Следующим образом: первую кромочную сняли, далее вяжем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Можно поменять петельки местами и вот таким образом провязать. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Затем вяжем лицевая, лицевая, снова накид, по центру изнаночная, накид, лицевая, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Здесь можно разворачивать петельки, а можно просто поменять их местами. Второй накидываем поверх первой, провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо и делаем еще один накид. Кромочную вяжем изнаночной. Переворачиваем вязание и 6-й ряд вяжем, как смотрят петли. То есть здесь у меня идет первый накид, я провязываю изнаночные. И там, где он у меня изнаночный, я вяжу изнаночные. Здесь накид я провязываю лицевой, лицевой, снова накид лицевая. Там, где у меня идут изнаночные, я провязываю изнаночные. И накид здесь провязываю последний тоже изнаночный. Кромочную вяжем изнаночной, переворачиваем вязание. Вяжем с вами, девочки, 7-й ряд. Кромочную сняли, первая петля у нас идет лицевая, затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, петельки поменяем местами, первую накинем поверх второй, вернее вторую накидываем поверх первой, провязываем 2 вместе 1 лицевой с наклоном вправо. Затем идет лицевая, лицевая, накид, по центру 3 изнаночные у нас идут. Дальше идет снова накид, лицевая, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая и кромочная изнаночная. Связали, перевернули, девочки, и 8-й ряд вяжем, как смотрят петли. Накиды, которые у нас в центре узора, провязываем лицевыми. Ну да, тут больше нет накидов. Теперь накиды провязываем лицевыми в изнаночном ряду. Вяжем самостоятельно. Итак, у нас с вами 9-й ряд узора. Вяжем, кромочную сняли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо вяжем. Меняем петельки местами, вторую накидываем поверх первой, провязываем 2 вместе 1 лицевой. Дальше вяжем лицевая, лицевая, накид и 5 изнаночных по центру. 1, 2, 3, 4, 5. Сделали еще один накид, лицевая, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, кромочная, изнаночная. Связали 9-й ряд, перевернули, 10-й ряд вяжем, как смотрят петли, накид провязываем лицевой. Вяжем 11-й с вами ряд. Следующим образом: кромочную сняли, и у нас снова элемент японского вязания. 3-ю петлю накидываем на первые 2 и скидываем, и первую петлю вяжем лицевой, накид, лицевая. То есть из 3 3 провязали. Дальше вяжем 7 изнаночных по центру. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дальше у нас опять этот знак идет. То есть 3-ю накидываем на первые 2, скидываем и вяжем лицевая, накид, лицевая. Все, раппорт связан, кромочная, изнаночная. Переворачиваем с вами вязание, и у нас с вами 12 ряд. Мы вяжем, как смотрят петли. В 12 ряду накиды провязываем изнаночными петлями. Переворачиваем. У нас с вами 13 ряд, самый легкий, без всяких накидов, убавок. Вяжем, кромочную сняли, 3 лицевые вяжем,
Раз, два, три. Затем 7 изнаночных по центру. И 3 лицевые снова. Кромочную вяжем изнаночной. Перевернули, в 14 ряду вяжем, как смотрят петли у нас с вами. Вяжем, как смотрят петли. Связали. И у нас с вами 15 ряд. Переворачиваем, 15 ряд вяжем. 15 ряд свяжем следующим образом. Кромочную сняли. У нас элемент опять идет японского вязания. Третью петлю накидываем на первые 2 и вяжем. Первая петля лицевая, накид, лицевая. То есть из 3 провязали 3. Дальше у нас снова идут 7 изнаночных по центру. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Затем снова элемент японского вязания из 3 3. Третью петлю накидываем на первые 2 и первую петлю вяжем лицевой, накид, лицевая. Кромочную вяжем изнаночной. Связали 15 ряд, перевернули, 16 ряд вяжем, как смотрят петли, накиды провязываем изнаночными. 17 у нас с вами, девочки, ряд вяжем. Значит, кромочную сняли, провязываем накид, 2 лицевые, затем 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 изнаночных по центру, раз, два, 3, 4, 5 и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Меняем петельки местами. Вторую накидываем поверх первой, провязываем одной лицевой петлей. Так. Дальше вяжем 2 лицевые, раз, два, накид, все, раппорт на этом связали, кромочная, изнаночная. Так, переворачиваем и в 18 ряду вяжем все петли, как они на нас смотрят, накид провязываем изнаночной петлей. 19 ряд вяжем. Первая петля у нас лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 изнаночные по центру, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, петельки поменяли местами, провязали одной лицевой. Так, дальше у нас идут лицевая, лицевая, накид и еще одна лицевая. Кромочную вяжем изнаночной петлей. В 20 ряду все петли, как они на нас смотрят, накид провязываем изнаночной. 21 ряд нашего узора. Вяжем его следующим образом. Так, первую кромочную сняли. Дальше делаем накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Снова накид. Лицевая, лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном влево. По центру изнаночная. И 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Петельки меняем местами. Второй накидом поверх первой провязываем одной лицевой. Дальше идет лицевая, лицевая, накид, снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо, петельки я меняю местами. Так, провязываем одной лицевой и делаем накид. Все, раппорт связан, кромочной вяжем изнаночные. Переворачиваем вязание и все петли в 22 ряду вяжем, как смотрят петли на нас. Накиды изнаночными провязываем. 23 ряд у нас лицевой. Вяжем кромочную, снимаем, 2 вместе лицевой с наклоном вправо вяжем, меняем петельки местами, вторая поверх первой,
провязали 1 лицевой, накид, дальше идет изнаночная и 3 вместе, из 3 3 провязываем, то есть третью накидываем поверх первых 2, провязываем лицевая, накид, лицевая. Дальше идет изнаночная по центру, снова из 3 3 провязываем, третью накидываем на первые 2, первую вяжем лицевой, накид, лицевая. Дальше вяжем изнаночную петлю, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Связали 23 ряд, кромочную провязали изнаночной. И все. 24 ряд также провязываем, как смотрят петли. И на этом раппорт заканчивается. И идет повтор у нас, девочки, с 1 ряда. Вот такой получается у нас с вами узорчик интересный, несложный, довольно-таки логично его запомнить. Я его, в принципе, вязала, да, уже давно, и сейчас вот вспоминала вместе с вами, когда вязала этот образец. Можно для того, чтобы измерить плотность вязания, связать сразу несколько раппортов, то есть, ну, 3, для того, чтобы постирать его, там, намочить, высушить и измерить плотность для вашей пряжи, если вы используете другую пряжу, да. А так можете, в принципе, моими мерками воспользоваться, которые я вам сейчас озвучивала, плотность. Так, все.